Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Азербайджан расширил поставки газа в Европу. Госнефтекомпания «Сокар» с января начала экспорт азербайджанского газа в Германию и Австрию по трансадриатическому газопроводу. Александр, все-таки Азербайджан наращивает и замещает поставки «Газпрома» в Европе или нет? Нет. И расходимся. Но не-не-не, погодите. Давайте до конца поговорим на эту тему. Ну, во-первых, Азербайджан поставляет... Давайте, как Азербайджан поставляет газ в страны Европейского Союза? Есть такой южный газовый коридор, который, по сути, является наследником и в то же время конкурентом давно почившего проекта Набуко. Проект Набуко, я напомню, появился в 2002 году как идея. Эта идея прожила лет 10 примерно, и подразумевалось, что через территорию Турции будет поставляться газ по газопроводу Набуко в страны Европейского Союза. Заметьте, я не сказал, откуда будет поставляться этот газ. Не сказал, потому что авторы идеи не были уверены в том, откуда конкретно через Турцию, это точно, будет поставляться газ в страны Европейского Союза. А не были они уверены, потому что идеи вот их менялись довольно стремительно. То есть, если на первом этапе говорили о том, что из Ирана, из Ирака и вообще с Ближнего Востока будет браться газ, еще какие-то объемы будут добираться из стран вроде Азербайджана, и вот эти объемы будут поставляться в страны Европейского Союза, то уже через несколько лет, там, через год-два буквально, проблема Ирака встала таким образом, что поставлять из него уже было ничего нельзя. Тогда же возникала идея о том, что можно поставлять газ из Катара. Я думаю, многие слышали про эту чудесную идею. Кстати, если вдруг вы сторонники идеи о том, что из Катара нужно собираются строить газопровод, то я хочу у вас поинтересоваться, как дела с этим газопроводом. Уже строят? Уже много построили? Если нет, обязательно напишите. Если да, тоже напишите в комментариях. Если вы хотите спросить, какой газопровод из Катара, тоже напишите в комментариях. Вообще, побольше пишите в комментариях. Далее. Катар естественным образом отвалился, потому что он понял, что здесь каши не сваришь. Проект пробуксовывал. И продолжил развивать СПГ-проекты. Иран отвалился, потому что опять обострилось санкционное противостояние. Ирак отвалился, потому что там были боевые действия. Да и в целом как-то до сих пор Ирак не рассматривается как крупный поставщик газа, особенно газа в Европейский Союз. Ну и в итоге остался Азербайджан, и в некотором приближении присматривались к Туркмении, что вот можно организовать поставки из Туркмении. Но годы шли. Пришел 2009 год, тогда друг Реджеп обрадовался, что возник конфликт между Россией и Украиной в газовой сфере, что ряд европейских чиновников заголосил о том, что смотрите, Россия прекращает поставки газа, ай-яй-яй, нам нужно искать альтернативы. И тогда друг Реджеп сказал, а зачем искать альтернативы, если есть мы, такие красивые и замечательные, и проект Набуко, который многие критиковали, а вот я еще в начале нулевых годов говорил о том, что этот проект точно будет реализован. Но оказалось, что заявлений крупных чиновников вплоть до руководителей таких стран, как Турция, недостаточно, если вы не понимаете, откуда будет газ идти. То есть пока у вас нет контракта между покупателем и продавцом, конкретным продавцом, трубу строить бессмысленно. Ну и еще прошло 2-3 года, и труба Набуко прекратила существование, успев побыть проектом Набуко Вест, который уже напрямую конкурировал за азербайджанский газ с проектом Южный газовый коридор. Но конкурировал, это сильно сказано, просто потому что Азербайджан, в свою очередь, как потенциальный поставщик энергоресурсов, на тот момент потенциальный, а теперь прям реальный поставщик энергоресурсов, был заинтересован в том, чтобы уже начали строить трубу. Притом начали строить не абы какую трубу под кого-нибудь, а конкретно под газ, который будет идти из Азербайджана. И уже в конце нулевых годов, по сути, было ясно, что нет, Южный газовый коридор, скорее всего, будет реализован, может быть, не сразу, может быть, потом, с опозданием, но вот
Все, делается ставка на него, Набуко Вест, а вы кто, а вы зачем вообще кому-то говорите, что вы будете поставлять, в том числе наш газ, мы вроде как с вами не вели переговоры, и Набуко Вест тоже прекратил свое существование. То есть идея поставок азербайджанского газа не была не нова. Ей уже там более 25 лет по большому счету, а более или менее активно присматриваться к этим поставкам стали вот в 2002 году, но вместе с поставками из стран Ближнего Востока. Почему вместе? Почему нельзя сделать ставку только на Азербайджан? У него мало газа. У него мало газа, и потенциал роста производства выглядел крайне-крайне незначительным, исходя из тех потребностей, которые в нулевые годы рисовались в странах Европейского Союза. Тут нужно понимать, что когда мы рассматриваем такую вещь, как газовый рынок в моменте, и пытаемся делать из этого момента какие-то выводы, мы совершаем ошибку. Ну, точнее, выводы наши могут быть верными, но это нам повезло, значит. Если мы не рассматриваем это газовый рынок в развитии, то прийти к правильным выводам практически невозможно. А развитие это что? Это разные ожидания, разные прогнозы, разные участники рынка, разные объемы потребления, разная экономическая ситуация. И вот в нулевые годы, в начале нулевых годов, экономическая ситуация в Европе была прекрасной. Европа росла, стремительно развивалась, энергопотребление увеличивалось и казалось, буквально в середине нулевых годов, что еще пройдет 25 лет, и потребление в Евросоюзе вместе с Великобританией вырастет на 300 миллиардов кубических метров. Для этих объемов, для этого прироста, то есть 500 миллиардов кубов до практически 800 миллиардов кубов к 30 году, для этого прироста одного только Азербайджана было мало. Поэтому пытались вовлечь в этот процесс, в создание новых поставщиков, развитие новых направлений и другие страны. Еще раз, Ирак, Иран, Катар и прочее, там Туркмения и прочее. Но время шло, покупатели не договаривались с продавцами, ситуация политическая менялась и изменилась экономическая ситуация в Европейском Союзе. Сначала она менялась на рубеже нулевых и десятых годов, возник кризис. Потребление энергоносителей провалилось, стало восстанавливалось медленно. Потребление газа росло еще медленнее общего прироста спроса на первичную энергию. В середине десятых годов произошел перелом, потребление газа вновь начало стремительно расти, опережающими темпами, в первую очередь в области электроэнергетики. Но потом пришел 2020 год, потом пришло восстановление 2021 года, и в 2021 году начался мировой энергетический кризис, который больно ударил по Европейскому Союзу. И до сих пор Европейский Союз от этого удара не оклемался. И казалось бы, при чем тут Азербайджан? А он, собственно, при том, что если, исходя из представлений о будущем газовой отрасли Европейского Союза образца нулевых годов, Азербайджан был, неплохо, чтобы он поучаствовал в процессе, но как бы можно и без него обойтись, потому что, сколько газа он там может поставить, то уже на рубеже нулевых и десятых годов к Азербайджану стали относиться более серьезно, просто потому что динамика роста спроса оказалась не такой, как на газ, не такой, как ожидалось. Более того, произошло падение спроса. Притом падение довольно серьезное, аж до 415 миллиардов кубов без учета Великобритании в 2009 году. Да, потом было в некотором роде восстановление на 10-20 миллиардов кубических метров, но пиковых значений, которые наблюдались в 2006-2007 году, да и в 2008 отчасти, мы уже не увидели. Европейский рынок уже не увидел. И учитывая вот эту ситуацию, вот эту динамику прироста к Азербайджану можно было отнести серьезно, потому что даже 10, а может и 20 миллиардов кубических метров – это уже неплохо. Когда вы не рассчитываете на то, что прирост будет 300 миллиардов кубов, а просто рассчитываете на то, что нам бы хотя бы вот с этими объемами что-нибудь сделать. И добавим еще одно политическое измерение. Напомню про Ливию. Из Ливии, если память меня не подводит, в страны Европейского Союза вообще и конкретно в Италию шло порядка 10 миллиардов кубических метров газа. Шло. Сейчас ситуация несколько отличается от той идеальной, которая была при страшном, ужасном, кровавом тиране Каддафи. Заметьте, как Ливия замечательно без него расцвела. Вот уже 15 лет благополучного цветения. И тут Азербайджан начинал уже рассматриваться не только как потенциальный поставщик дополнительных объемов газа, которые должны удовлетворить спрос растущий. Нет, его стали рассматривать как страну,
которая может заменить, по сути, Ливию для, в первую очередь, Италии. А тут мы приходим к Южному газовому коридору, который я уже упоминал, но теперь распишу, что это такое. Это система магистральных газопроводов, которая идет через Турцию в Европу, проходит через Балканы и идет далее в Италию. Основной покупатель газа, идущего из Азербайджана, изначально Италия. Она рассчитывала на 8 миллиардов кубических метров. Собственно, мощность Южного газового коридора номинальная 16 миллиардов кубов, из которых 6 миллиардов кубических метров должны идти на рынок Турции, ну и 10 миллиардов кубических метров в пропорции 2 миллиарда на 8 миллиардов должны идти в Европейский Союз. 2 миллиарда для Балкан и 8 миллиардов для Италии. То есть Азербайджан в тот момент, в десятых годах, после того, как Ливия отвалилась, стал рассматриваться как: о, смотрите, у нас есть Азербайджан, который, если что, может те же самые объемы, которые мы раньше покупали в Ливии, заместить. И тут еще одну штуку нужно добавить. Внутреннее производство газа. Внутреннее производство газа в Европейском Союзе, которое в нулевые годы обеспечивало порядка 50% суммарного потребления, падало и падает сейчас. По большому счету, если брать период с нулевых, с середины нулевых по конец десятых годов, то потенциальный прирост поставок со стороны Азербайджана в лучшем случае компенсировал бы те выпадающие объемы, которые ожидались в сегменте внутреннего производства. То есть отвалилась Ливия. Да, иногда там поставки возобновляются, но это ладно. И внутреннее потребление снижается, а спрос не растет. И хопа, вы начинаете серьезно смотреть на страну, из которой вы получите 10 миллиардов кубов. 300 прирост ожидался, 10 миллиардов. О, это уже серьезно. Другая реальность, изменившиеся условия, реализуемый проект. Ну и, собственно говоря, за десятые годы проект был реализован и с некоторым опозданием. Ну ладно, реализован, запущен, поставки идут. После 2022 года, собственно говоря, в 2022 году поставки из Азербайджана должны были выйти на плановые значения. И так уж совпало, что, я думаю, вы понимаете, с чем все совпало в 2022 году. То есть планы были такие, что постепенное увеличение поставок из Азербайджана, и в 2022 году на плановые показатели поставки должны выйти, то есть на 10 миллиардов кубических метров, может чуть больше, может чуть меньше, но 10 это та величина, к которой все стремились. Ну и в 2022 году вот оказалось, что удачно Азербайджан выходит на плановые показатели. И, собственно, он превышал эти плановые показатели примерно на 2-2,5 миллиарда кубических метров, поставляя 12-12,5 миллиардов кубов в страны Европейского Союза. В 2027 году, это скоро, точнее даже так, давайте дадим временной лаг, после 2027 года, по договоренности Европейского Союза и Азербайджана, Азербайджан должен удвоить номинальный объем поставок газа. То есть с 10 до 20 миллиардов кубов. Номинальный объем. Там превышение может быть, как вот, собственно, сейчас происходит. Но номинальный двукратное увеличение подразумевает с 10 до 20. Внимание, вопрос. Ведутся ли какие-нибудь работы в области добычи? В области расширения газотранспортных мощностей? И в области, контрактования, которые позволят за ближайший год-два расширить возможности Азербайджана по поставкам газа в страны Европейского Союза. Открытой информации на эту тему нету. Если вдруг вам известно, что там уже строят трубы новые, расширяют действующие мощности, компрессорные станции, мощность компрессорных станций увеличивают, дайте знать. Но выглядит все так, как будто спор о том, кто будет давать на это деньги, до сих пор не урегулирован. А пока этот спор не урегулирован, ожидать какой-то новый газ из Азербайджана не приходится. На этом все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Да, всего хорошего. Но, кстати, Максим, а что ж не призывать людей подписываться на канал Бориса Леонидовича, который Борис Марцинкевич? Мне кажется, надо. Крупный, авторитетный, вот такой вот канал.